Новости из мира лыжного спорта. Приветствую всех! И хочу поздравить поклонников лыжных гонок с блестящей победой Александра Большунова в воскресном марафоне. Вспомним, как это было. Большунов не только одержал победу в 50-километровом марафоне в Осло, но и досрочно стал обладателем Кубка мира в дистанционном зачете, опередив ближайшего преследователя на 429 очков. Сегодня стало известно, что в общем зачете Большунов также досрочно одержал победу, поскольку ближайшие преследователи из команды Норвегии отказались от участия в североамериканских этапах Кубка мира. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что Его Величество Король лыж, Александр Великий, вернулся в свои владения. Сегодня мы расскажем более подробно о прошедшем воскресном марафоне, поделимся мнениями его участников и сделаем собственную оценку этой гонки. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби в интервью РИА Спорт прокомментировала победу Александра Большунова в Королевском классическом марафоне в Холменколлене. Я уже пишу своей команде, что Саня сегодня спас российский лыжный спорт. Саня молодец, не то слово. Видно было, что гонка тяжелая, но он проявил все свои сильные качества.
Он почувствовал вкус побед, это подзадоривает его. Человек настолько целеустремлен, ответственно относится к спорту, поэтому заслуживает эти победы. Он уже вырос как спортсмен, не совершает тех ошибок, что были в прошлом году. Тактически он тоже стал лучше, уже не мальчик. Сказала Ляльга. Норвежский лыжник Семен Хёгстед Крюгер в интервью Автен Пастен прокомментировал свое выступление в королевском классическом марафоне в Холменколлене. Это было близко. Я чувствовал себя сегодня невероятно бодро. Это был один из лучших дней на лыжах для меня в этом году. В какой-то момент мне казалось, что я мог бы победить у себя дома, потому что, думаю, Большунов был уставшим. Но я знаю, что он сильнее меня на финишной прямой. Я сделал все, что мог, чтобы убежать от него, но не сумел этого сделать. Это было почти, но он был силен. Я все равно невероятно доволен, но... сказал Крюгер. Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавка прокомментировал победу Александра Большунова в королевском классическом марафоне в Холменколлене. Гонка получилась сложной. Шел дождь, лыжня была очень мягкой, были не самые комфортные условия. Норвежцы были настроены серьезно, шли до последнего, никто не отваливался, и Крюгер показал фантастическую волю к победе. Но за счет более высоких спринтерских качеств Александр смог все-таки на финишной прямой вырвать эту победу. Выиграть королевскую гонку 2 раза подряд очень престижно. Дискуссий по поводу выбора лыж было много, на все случаи они были подготовлены. Достаточно удачно оттестировали лыжи, все предусмотрели, все было сделано и спортсмены были довольны. Сказал Юрий Бородавка в интервью РИА Спорт. Прокомментировал воскресный марафон и сам победитель. Переполняют эмоции, побеждать в Норвегии это всегда круто. А на такой сложной трассе вдвойне или втройне приятно. Было скучновато из-за малого количества болельщиков. Выпал снег, в том году и в этом сложные условия. Выиграл оба раза, поэтому все хорошо. Сказал Александр Большунов в интервью РИА Спорт. Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свое выступление в классическом масс-старте на 50 километров в Холменколлене, где он стал третьим. Немногие думали, что такое случится. Сегодня у меня не было так много сил в запасе, но скольжение было хорошим. Я решил вообще не высовываться по ходу гонки, только беречь силы. А когда ты внезапно видишь, что есть шанс на подиум, появляется дополнительная передача. Концовка получилась прекрасной, потрясающе быть на подиуме в марафоне. А когда ты самый нетренированный в команде, в особенности приятно попасть на подиум, сказал Иверсен. Это невероятно много значит, особенно если подумать о ЧМ 2021. Если бы я снова отстал на последних километрах, как в прошлом году, то, думаю, носом боялся бы, что такое случится и на ЧМ. Для меня это была очень сильная заявка на выступление на чемпионате мира. Я доказал, что могу выстоять всю дистанцию. Я привык к тому, что остальные в команде портят мне гонку, увеличивая скорость. Нет смысла ныть по этому поводу. Я знаю, что это так. Я, возможно, единственный, кто может победить Большунова в спорте, но мне никогда не выпадает такая возможность. Мне, пожалуй, нужно просто больше тренироваться, чтобы суметь удержаться до конца. Они делают это по-своему, и это позволено. Я не раздражаюсь. Приводит слова Иверсена норвежский канал TV2. Тренер дистанционной сборной Норвегии Эрик Мюр Носом в интервью норвежского канала TV2 прокомментировал победу Александра Большунова в марафоне. Большунов – марафонский талант Божьей милостью. С ним сложно тягаться в дистанционных гонках. Это он показывает уже несколько лет. Но на самом деле я вполне доволен. Семен провел по-настоящему хорошую гонку и предпринял попытку, но ему немного не хватило в спорте. Сказал Носом. Прямо сейчас Большунов фантастически хорош. Отметил Мартин Йонсруд Сундбю. Семен Хёгстед Крюгер и Шур Рёте заявили, что собираются изучать технику россиянина Александра Большунова, чтобы выяснить секрет его успеха. Мы много это обсуждали и чесали затылок, потому что он один из тех, кто обладает высочайшей выносливостью, но в то же время невероятно хорош на финише. Сложно придумать, что мы можем с этим поделать. Он может убежать от наших лучших спринтеров и обойти в спорте лучших марафонцев. Как это было этой зимой, нужно смотреть, что с этим можно сделать. Мы не можем сдаться в этой схватке. Не можем позволить русскому побеждать нас, как он делает это в текущем сезоне. Сказал Крюгер в интервью НРК. Мы не можем позволить побеждать нас в каждой гонке. Пора отправляться домой, смотреть видео и изучать его технические решения. Он чрезвычайно хорош на различных участках трассы. Нам предстоит много работы. Отметил Рёте в интервью каналу НРК. Александр Бессмертных в интервью Спорт-Экспресс поделился мнением насчет выступления в этом сезоне лидера Кубка мира Александра Большунова, а также о том, как тому помогает команда. Саша в этом году находится в такой форме, что в стране ему сейчас мало кто поможет.
Он просто берет и уезжает от всех, что от русских, что от норвежцев. Бывают моменты, когда наша помощь нужна, например, когда Денис Спецов на ски-туре отдал свою палку. Но вряд ли тот же Денис мог бы взять и закрыть кого-то на трассе ради Саши. Перед стартом можно напланировать что угодно, но поедут лыжи или нет, как ты себя будешь чувствовать, никто не знает заранее. Саша, конечно, уникум. Он ни на что не распыляется, живет только лыжами, зациклен на спорте. Он очень прибавил в коньковом ходе, уезжает здесь даже от норвежцев, которые считаются эталоном этого стиля. Я очень за Большунова рад, здорово, что у нас в стране появился такой гонщик. Сказал Бессмертных. В интервью спортивному изданию «Советский спорт» тренер Юрий Бородавка прокомментировал. На вопрос репортера, в гонке стартовали 15 норвежцев. Что подумали, когда увидели, что такое количество норвежских лыжников будут на старте? Юрий Викторович ответил. Это общая практика, но могу сказать, что никто из норвежских лыжников клуба не тащил, преференции ему не создавал, каждый боролся за себя. На вопрос, после половины дистанции в лидирующей группе осталось 20 лыжников, из них 12 норвежцев. Что подумали? Тренер ответил. Ничего такого не думали. Темп был достаточно высокий. Но для меня было удивительно, что Клэба до 40-го километра поддерживал этот высокий темп, шел в лидирующей группе. Только после 40-го километра он начал отваливаться. На вопрос журналиста, Клэба поздравил Сашу с победой. Юрий Викторович ответил. Да, они пообщались после финиша. И насколько я понял, Клэба поздравил Александра. Кроме этого, тренеры норвежской команде поздравили меня, и наш тренерский штаб пожали руку. Конечно, мы понимаем их состояние, но что делать, мы сильнее. На вопрос корреспондента, можно ли сказать про Большунова, что он гений и феномен, Юрий Викторович ответил. Могу сказать точно, что он трудоголик. Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Валикжанин в интервью «Спорт-экспресс» прокомментировал результаты прошедшего в минувшее воскресенье марафона. Гонку в Холменколлене урывками, но сумел посмотреть, когда образовался отрыв человек из 8, в принципе, сомнений уже не было, что Саша выиграет. Если бы в этой группе ехал Клэба, или Иверсен, или Голдберг, было бы другое дело. А Ретти или Крюгер, сами не финишеры. Вы же в прошлом году сами были в похожей ситуации, когда проиграли Большунову финиш, спросил корреспондент. Да, согласен. Я знал, что на финише мне против Саши будет сложно, поэтому и старался сделать отрыв на дистанции. Жаль, что вся борьба в Кубке мира свелась к противостоянию России и Норвегии. Согласны с тем, что Большунов очень прибавил тактически по сравнению с прошлым сезоном? Спросил корреспондент. Конечно. Саша в прошлом году действовал, скажем так, проще. Сейчас он стал очень сильно в себе уверенным. И еще заметно прибавил в коньковом стиле, в разделках, что очень важно, потому что таких гонок в программе Кубка мира много. Как вам инициатива провести культовый марафон в Холменколлене без зрителей, из-за опасений по распространению коронавируса? Спросил корреспондент. Неинтересно смотреть гонку на фоне пустых трибун. Самая прелесть этого марафона состояла в том, что там очень много болельщиков на стадионе и по всей трассе. А тут атмосферы как будто не было. Если в прошлом году россияне заняли в Холменколлене 4 первых места, в этот раз, кроме Большунова, никого нет даже в топ-10. Почему так? Спросил корреспондент. Лучше спросить у самих ребят. Но в принципе я считаю, что Илья Семяков хорошо проехал. В прошлом году был 4-м, сейчас 14-й. Если взять первых 4, кто бежал в прошлом году, получается, что меня не было. Андрюха Ларьков в последний момент заболел, а Семяков так и остался одним из лучших среди наших. Победа Большунова в Кубке мира вопрос уже решенный? Спросил корреспондент. Конечно. Ему достаточно в Северной Америке пробежать одну гонку, увеличить разрыв до 500 очков, а это уже не отыгрывает. Что помогло Саше сломать норвежца Клэба, который сам уже, кажется, ни на что не надеется? Спросил корреспондент. Даже если сравнивать с Нортугом, Клэба все-таки чистый спринтер. Ему удаются только короткие дистанции, и этот сезон доказал, что дистанционные гонки – это не его. А Кубки мира всегда выигрывали дистанционщики, которые при этом хороши в спринте. Саша спринт может, не выигрывает, но стабильно бежит в финале. А этого более чем достаточно. То есть Питер Нортуг в его лучшие годы был сильнее нынешнего Клэба? Спросил корреспондент. Сложно вот так сравнивать, но 100%, что в плане дистанционной скорости Нортуг был лучше. Он мог на длинных гонках с масс-старта закрывать огромные отставания, совершать рывки. У Клэба такого нет, он может только спринтовать. Получается, если Большунов сохранит нынешнюю форму, он может еще несколько лет выкашивать Кубки мира, пока не появится кто-то еще? Спросил корреспондент. 100%. У Саши отличные перспективы. На данный момент, у тех же норвежцев такого универсального спортсмена нет.
Скажу, что единственный минус нынешней ситуации – это что вся борьба в Кубке мира свелась к противостоянию России и Норвегии. В наше время были сильные французы, швейцарец-колония, канадцы, итальянцы и, не говоря уж о шведах и финнах. Стран, участвующих в розыгрыше команд, было гораздо больше. А это всегда интереснее. Люди в 4 утра занимают место на старте, и их никто не заставляет так делать. Вы в прошлые выходные приняли участие в легендарной гонке на 90 километров Васа-Лопт, где стали 23-м. Зачем вам это нужно было? Спросил корреспондент. Я задумывался об этой гонке, а также о Марчелонге уже довольно давно. Легендарные марафоны, с традициями, которые проводятся по 50-100 лет, стартуют по 16 тысяч участников. Очень хотелось как-нибудь принять в этом участие, ощутить атмосферу. Но совмещать такие марафоны с гонками Кубка мира нереально. Там совсем другая подготовка, плюс нужно больше времени на восстановление. Поэтому я впервые поехал на Васа-Лопт уже после завершения карьеры. Ожидания совпали с реальностью? Спросил корреспондент. Мне все понравилось. Впечатлило, как люди в 4-5 часов утра идут и занимают место на старте, при том, что старт в 8. Приятно, что их никто не заставляет так делать, они сами этого хотят. Вы серьезно хотите выигрывать эти марафоны, или участвуете просто для фана? Спросил корреспондент. Было бы здорово выиграть, но я адекватно оцениваю свои силы. Там есть свои профессиональные команды, которые готовятся специально под эти марафоны. У них сборы, по 2 тренировки в день, тренеры, сервис. В общем, все как на Кубке мира. Я же поэтому и ушел, что не готов к такому графику. Но в этом году больше катался одновременным ходом, старался его подтянуть. Не хочу быть статистом и занимать сотые места. В принципе, то, что получается сейчас, это адекватно. Чем вы сейчас вообще занимаетесь? И насколько серьезно тренируетесь? Спросил корреспондент. Я ушел из Кубка мира вовсе не потому, что смотреть больше не могу на лыжи. Просто устал от ответственности выступать за сборную, постоянно быть в жестком тренировочном плане. Но я также тренируюсь, иногда и по 2 раза в день, иногда 3-4 раза в неделю. Выступаю на марафонах, различных стартах местного уровня. Если куда-то еду, то стараюсь брать с собой семью. Пытаюсь проводить соревнования своего имени, всячески развиваю их. В общем, теперь я наслаждаюсь лыжными гонками и жизнью в целом. Рассказал вылегжанин в интервью Спорт-Экспресс. Что ж, пожелаем Максиму успехов в будущих стартах на Марчелонге. Теперь немного вернемся к прошедшему воскресному марафону. Большунов своей победой подарил всем нам незабываемые впечатления от борьбы за золото в ожесточенном соперничестве с Семеном Крюгером. Эта победа также стала большим поздравлением для всех женщин, ведь гонка состоялась 8 марта. На сегодня у меня все. Следите за будущими выпусками новостей в нашем дайджесте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч!